Обратите внимание на эти метки черного и белого цвета. Сейчас я сниму диск и посмотрим, что там внутри. Кстати, он очень тяжелый. Итак, посмотрите, все чистенько, никаких проводов, никаких магнитов. И как тут поставишь, да, колесо не будет вращаться. Посмотрим сам диск. Пожалуйста. Ничего тут нет лишнего и не может быть. Ну что, попробуем опять его установить. Навыки еще остались. Снимать и ставить. Это хорошо. Друзья, вы только что посмотрели, как выглядит колесо рулетки изнутри. При всех случаях добро пожаловать в А-класс на моем канале «Рулетка и мы Сердце Лайв». Это запись прямого эфира. Сегодня не желают прямую трансляцию в YouTube по разным причинам. Перекличку присутствующих делать не буду. В А-класс вход свободный. Выход по желанию. Я подготовил несколько примеров к теме сегодняшнего эфира. Время о высоком, сосед, магия шарика. Посмотрим один из них. Вот посмотрите. Да, шарик. Это рапидная съемка, замедленная. Вот он и перекатился в номер 11. Как раз шарик остановился в номере 11. Давайте установим шарик в номер 11, и я попробую повторить этот бросок. Какое бы ни было вращение у диска и шарика, на рулетке это имеет место. Ну, в принципе, он достаточно неплохо остановился рядом с номером 11. У нас нет сейчас задачи прям играть в номер. У нас сегодня другие планы и другая информация по теме «Время о высоком, сосед и магия шарика». Друзья, как вы знаете, сосед 5 номеров закрывает в треке также 5 номеров. Давайте я покажу. Покажу на рулетке, что я имею в виду. Допустим, мы решили сыграть в поле, играем ставку устную соседа номер 11. Естественно, все игроки знают, что сосед закрывает 5 номеров. 2 справа, 2 слева и непосредственно сам номер. А почему именно 5 номеров, а не 7 или 4? Ведь в электронной версии это можно установить. Уверен, вы много раз наблюдали,
как шарик, остановившись в номере, каким-то чудесным движением перекатывался в соседний номер. Или через один. У игроков сразу же возникает мысль: рулетка заряжена, стоят магниты. Игроки не задумываются, что любые хитрости на рулетке чреваты потерей лицензии. А это намного дороже. Тем более, что скрыть от работников казино это невозможно. А где уверенность, что все будут молчать или придут к хозяину и попросят увеличить зарплату, намекая на незаконность в действиях казино? Подумайте еще раз об этом. Но то, что шарик иногда ведет себя подозрительно, это факт. Давайте посмотрим еще один пример. Посмотрите, шарик летит. Покрутился в 19 и ушел в 21. Так, это я уберу. Давайте попробую я повторить этот бросок. Посмотрим, как у меня это получится. Вышел неплохо шарик. Ну, посмотрите, он прям упал в номер 21. Да, если бы вы сейчас опять поставили бы устную ставку даже один сосед, то ваша ставка сыграла бы. Потому что, я еще раз напоминаю, все это знают, что один сосед закрывает 5 номеров. 2 справа, 2 слева и непосредственно сам номер. Ну что, давайте разбираться, почему это происходит. На самом деле все очень просто. Хотя достичь высокого уровня мастерства по технике броска у дилера проходит не один год. Так в чем суть? Вы замечали, вдруг шарик начинает падать в один цвет. И это не 2-3 раза подряд, а гораздо больше. Это связано с техникой броска. Когда дилер закручивает шарик, он может придать шарику большее вращение внутри самого себя. То есть, вращаясь по треку, шарик вращается еще и внутри себя. Я вот сейчас вам покажу, что я имею в виду. Вот он, такой был мягкий выход. Я не сильно его придавил, и он даже, вот видите, быстро скатился. А есть еще другая техника броска. Шарик как бы вдавливается. И вы иногда бывали случаи, когда шарик прямо из-под пальца вылетал на публику или прям летел в игрока. Вот это была давка. То есть он настолько его передавил, что он вылетел за пределы самой рулетки. Допустим, вот так. А вот это уже бросок с давкой. То есть я ему дал еще, помимо того, что он вращается по треку, он еще и вращается внутри себя, создавая прижимную силу. Видите, и он вот даже так и помягче упал, и где-то там и остановился там, где он, в общем-то, и скатился. Вот это и называется давка, которая придает шарику, обратите на это внимание, придает шарику дополнительное внутреннее вращение внутри самого себя, помимо того, что он еще и вращается по треку. Вот на это я хочу, чтобы вы обратили внимание. Что происходит? Во-первых, это создает большую прижимную силу. Но проблема заключается в том, что когда шарик падает в лунку, он еще вращается сам, так как при броске дилер заведомо передавил шарик. Во-вторых, для игры в цвет это необходимо делать. И именно эта остаточная энергия при вращении шарика внутри себя и перекатывает шарик
соседнюю лунку или через одну. Я говорю именно о тех случаях, когда это очень хорошо видно. Это бывает нечасто, но бывает. Посмотрим еще один пример. Смотрите, шарик как бы и перекатился раз, и перекатился в номер 13. Видите, как интересно? Обычно шарик может скакать непонятно сколько. Это зависит не только от мастерства дилера, но и от рулетки, от скорости вращения диска. Трек на рулетке, по которому шарик вращается, бывает из дерева или из камня. Вот на моей рулетке трек из камня. То есть вот эта часть, где вращается шарик, вот это у меня из камня, а бывает и из дерева. О качестве рулетки мы можем говорить бесконечно, поэтому вернемся к главному. Так почему сосед 5 номеров? Если вы способны опережать мысль, то ответ уже знаете. Я его косвенно рассказал. Давайте подведем резюме. При игре в цвет дилер перекручивает шарик, то есть придает в момент броска повышенное вращение шарику внутри самого себя. Это необходимо, особенно для игры в цвет. Во время остановки, если остаточная энергия вращения шарика еще значительная, шарик перекатывается в соседний номер или через один номер. Давайте посмотрим еще один пример. Вот посмотрим. Вот опять, смотрите. Шарик полежал 27 и перекатился в 34. Не в номер 6, а именно перекатился в номер 34. Это видео из 6.17.34. Так вот, если дилер во время броска достаточно точно придал шарику дополнительное вращение, и в момент остановки оно незначительное, то шарик буквально прилипает в лунку, что опять создает эффект магнита. Следовательно, перекатываясь в соседний или через номер, шарик остается в рамках одного соседа. Вот в этом и есть секрет. И принятый повсеместно принцип, что один сосед закрывает 5 номеров. Кстати, это характерно и для игры в повтор. То есть, остановившись в номер, шарик перекатывается либо в соседний, либо через один номер. А почему так происходит? Это уже другой секрет. Расскажу в другой раз. Давайте посмотрим еще один пример. Это трек «Финал 9». Вот посмотрите. Шарик, опять же, это рапидная съемка. Вот он полежал в номере 15 и перекатился вот уже в соседний номер. Интересно, да? Друзья, рулетка – это совершенство в своем исполнении и предполагает некие законы, придуманные не нами. И мы эти явления наблюдаем в поведении шарика, которые прописаны в этом совершенстве. Естественно, это изменить нельзя. Можно только следовать. Друзья, просматривая мои эфиры, нажмите на подписку. От вас зависит, насколько быстро мы вместе придем к главному. Это будет исторический момент. Но сейчас спасибо, что мы были вместе. До свидания и до новых встреч.